5 шагов, чтобы выйти из детской позиции. Если вы часто в свой адрес слышите: ты в детской позиции, ты в детстве, ты ведешь себя как ребенок, повзрослей уже, ну и еще могут говорить, что вы жертвите постоянно. Это все признаки того, что вы находитесь в детской позиции, а значит, вам обязательно нужно досмотреть это видео до конца. Дам сегодня 5 шагов практичных, применимых, которые помогут вам выйти во взрослую позицию. Наконец-то уже взять свою жизнь в свои руки, начать ею управлять. Я Екатерина Толкачева, психолог с академическим образованием. Здесь мы говорим с вами о насущных проблемах, которые касаются каждого. Даю прикладные советы и техники, которые реально помогают сделать вашу жизнь легче и приятнее. Итак, для начала давайте разберемся, что же значит быть взрослым. Вообще быть взрослым не так-то и просто порой, поэтому многие люди стараются вот эту черту взрослости, взросления немного отодвинуть, и можно часто встретить, да, людей, которые говорят: вот мне бы сейчас садик, я бы поспал, поел и все. Что такое взрослая позиция? Это когда человек находится в таком устаканенном состоянии, он никого не обвиняет, он избавился от каких-то своих детских и подростковых обид, он действует исходя из своих интересов, при этом он учитывает интересы других людей, адекватно оценивает свои возможности, своя самооценка у него стабильная, также относится с пониманием к другим людям, оценивает их возможности, не требует каких-то завышенных от них ожиданий, никого не обвиняет, никого не требует, в общем, от других людей к себе завышенного какого-то внимания. Например, при взаимодействии с другими людьми, при разговоре человек может спокойно сказать, что ему не нравится, он может спокойно высказать свою точку зрения, не ожидая при этом, что на него кто-то там обидится, не думая, что сейчас его слова кого-то ранят. То есть он дает себе проявляться так, как он себя сейчас чувствует, при этом оценивает, что чувства другого человека он не контролирует, и они сами ожидается, что они тоже взрослые люди, и при этом, если он что-то сказал, то со своими эмоциями вторая сторона, тот человек, с которым он общается, он сможет с ними справиться, он сможет выдержать эти эмоции, которые у него всплывают. То есть тут нет такого, что за глаза что-то там сказать, а в лицо не сказать, какие-то обидки затаять, какие-то, допустим, если у него есть претензии к человеку, он их выскажет, а не в себе не проглотит, не законсервирует, и потом в итоге накопится этот снежный ком уже эмоций негативных, которые потом просто выстреливают. Нет такого, что вот, вы догадаетесь, почему я сейчас обиделся, или догадаетесь, что я думаю, что я чувствую, и как со мной нужно поступить. Человек открыто об этом говорит, и люди его понимают и знают, как нужно общаться с этим человеком, то есть что ему нужно. Он открыто может сказать о своих потребностях, о своих желаниях, о своих эмоциях. А что же такое детская позиция? Это поведение и реагирование человека, которое человек выбрал в детстве для получения внимания от родителей либо от других значимых взрослых. То есть это такая выученная реакция в детстве, которую человек принес во взрослую жизнь и продолжает реагировать так же, как будто он сейчас ребенок. Кто бы что ни говорил, все мы родом из детства, все равно все свои реакции, свое поведение, свой опыт мы несем из детства. Поэтому неудивительно, что наши реакции закладываются именно в том возрасте. И как же понять, человек сейчас находится в детской позиции, либо во взрослой? Есть определенные фразы, которые мы можем сами говорить, можем слышать от знакомых и родных. И по этим фразам можно хотя бы косвенно сделать вывод, что человек находится в детской позиции. Не всегда это 100% говорит, что человек в детской позиции, то есть не нужно обвинять людей. Мы еще к концу видео к этому подойдем, вы поймете, что я имею в виду. Если вы услышали, что ваш какой-то близкий человек говорит одну из фраз, которые мы сейчас с вами разберем, это не значит, что теперь можно его обвинять и говорить: все, ты в детской позиции, тебе надо повзрослеть, тебе обязательно нужно выйти из детской позиции. Ситуации бывают разные, и причины, и мотивы так именно говорить и так себя вести тоже у людей бывают разные. Это мы еще с вами коснемся дальше, ближе к концу видео. Итак, давайте разберемся, что же за фразы такие могут выдавать, что человек находится в детской позиции. Например, такая фраза, как «решите все за меня». То есть вот человек привык в детском возрасте, да, когда находится там с рождения там, до полугода, до года. То есть ребенок в этом возрасте, он ничего не решает, от него ничего не зависит, он ни на что не может повлиять. Вот он лежит себе
кокон такой в кроватке. Его кормят, его поят, меняют подгузники ему. То есть создают, кто-то извне создает ему условия для комфортного проживания. Заботятся, чтобы ему было не голодно, не холодно, чтобы он был сухой и не плакал. Фраза «решите все за меня», «я ничего не хочу решать», «я ничего не умею». И когда человек говорит «я ничего не умею» и при этом не стремится научиться и что-то узнать, то это также может свидетельствовать о том, что он находится в детской позиции. Следующая фраза «я сам». Знаете, вот когда дети дорвались уже там, чтобы завязывать себе шнурочки, одевать себе штанишки, и всячески отталкивают родителей, чтобы они его не трогали, чтобы он сам все это сделал. Да? Вот этот возраст, когда им все интересно, развивается мелкая моторика, все нужно залезть, везде потрогать, где-то там что-то готовится, значит, нужно обязательно с ним это делать. Если что-то ремонтируется, то обязательно он должен в этом помочь. Когда человек говорит «я сам», здесь может быть, опять же, двоякая ситуация. Либо, вот, допустим, у взрослых людей это выражается, когда уже очевидно, что нужно привлекать команду, нужно делегировать свои обязанности, а человек говорит «нет, я сам». Здесь может быть несколько аспектов. Это как и детская позиция, когда вот он дорвался вроде бы до того, что он сам может что-то делать, и поэтому он никого не подпускает к этому. Либо еще может быть ситуация гордыни, что только я и больше никто это сделать не может. Но это тема другого видео. Сегодня мы говорим с вами про детскую позицию. Поэтому рассматриваем эту фразу в этом ключе. Следующее. Это когда человек говорит, что я должен быть хорошим, я не могу никого обидеть, я не хочу, чтобы кто-то на меня обиделся, чтобы не так меня поняли, я не могу никому отказать, иначе они обо мне не так подумают, они подумают, что я плохая, я плохой. То есть, я думаю, вы понимаете, в каких ситуациях это может проявляться. Во взрослой жизни в чем это может мешать? Когда дело касается общения с клиентами, допустим, такому человеку будет сложно отказать человеку, либо отказать ему в просьбе. Человек боится проявляться, потому что если он выложит какое-то видео куда-то, напишет пост, либо запишет сторисы, ему обязательно там прилетит какой-то хейт. Он боится быть для других людей нехорошим, боится критики. Ну и это все, конечно же, его ограничивает в его действиях. Таким образом, дети в детстве заслуживают любовь родителей, когда стараются быть максимально таким хорошим, как родители бы хотели его видеть, и привыкают к этому поведению, и в итоге потом также стараются для людей вроде бы как угодить, но не каждый человек это оценивает с той точки зрения, что он не всегда получает ту реакцию, какую он хочет, какую он ожидал. И тут можно встретить и дальше претензии к людям, что я к вам вроде бы вот со всей душой я стараюсь, а вы не оценили, и другие обиды на людей, а на самом-то деле просто нужно было делать так, как тебе хочется, а не пытаться угодить всем. Следующая фраза, следующая такая позиция человека по жизни – «я вам докажу». Это уже такой вот подростковый период, да, когда ребенок вырастает там в районе 12 лет, уже вот этот пубертатный период, когда у ребенка желание доказать родителям, доказать сверстникам, что он офигенный, что он крутой, что он классный. И вот с этой позиции люди, вырастая, начинают строить свою карьеру, достигать каких-то высот, заводить семьи кому-то на зло, чтобы кому-то что-то доказать, строить бизнесы. Еще одна фраза, которую может говорить человек, это «я вас всех изменю». Когда человек не принимает несовершенство всего мира, несовершенство других людей, ему кажется, что люди неправильные, что они ведут себя неправильно, поступают неправильно, думают неправильно, и у него появляется желание изменить, вот это коучить, да, других людей. И вот это вот навязывание происходит своего мировоззрения, своих мыслей, своих действий, возможно. И когда человек говорит такие фразы, то здесь можно сделать вывод, что человек находится вот в таком вот подростковом еще возрасте, когда вот этот юношеский максимализм, когда вот всех изменить, все поменять. У взрослого человека, конечно же, не возникает желания кого-то менять, он принимает полностью людей, ситуации, как они происходят, как они есть. Это мы с вами разобрали, как же диагностировать наличие детской позиции. И теперь давайте поговорим о том, как же с этим справляться, как от этой позиции отказаться и как прийти во взрослую позицию, если вы уже взрослый человек. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, себе в первую очередь признаться откровенно и честно, что у вас эти позиции проскакивают в каких-то ситуациях. Это не так, что в каждой поголовной сфере жизни вы будете теперь ребенком, говоря какую-то фразу в другой ситуации.
Абсолютно разные бывают контексты, поэтому не нужно тут теперь сидеть и горевать, но опять же, если вы взрослый человек, вы понимаете, где ваша зона роста, вы идете и дальше справляетесь с этой ситуацией. Это, опять же, будет таким звоночком, если вы вдруг посмотрели и решили, что у вас все перечисленные пункты присутствуют, и сели, загрустили, и больше на этом ничего не делаете, обиделись на весь мир. Это прямое свидетельствование, что вы находитесь, увы, в детской позиции. Итак, для начала мы себе признаемся, что иногда у нас проскакивают такие реакции, когда мы находимся в детской позиции. И нужно отследить и заметить эти фразы, когда вы их либо говорите, либо думаете. Себя остановили. Ага, сейчас я говорю такую фразу, которая может указать, что я сейчас в детской позиции. И дальше что нужно сделать? Вторым шагом – это подумать, какие сейчас у вас поднимаются импульсы именно в теле. Многие специалисты во многих подходах обращают очень большое внимание именно на телесное реагирование, как на какие-то фразы, ситуации, либо воспоминания, эмоции наши показывают какую-то реакцию в теле. Вы можете вспомнить какие-то подробные ощущения, либо конкретные ситуации, которые у вас в жизни происходили, либо подобные случаи, когда вы снова говорили такие же слова. Либо вспомнить ощущения в теле подобные, которые возникают при том, когда вы говорите какие-то фразы. Там, или «я не умею», или вот вам нужно написать клиенту, и у вас какой-то стопор возникает, что не хочется его сейчас как-то обидеть, или вы боитесь, что он вам отказом ответит, либо как-то грубо ответит. Вот нужно вспомнить, в каких ситуациях у вас происходило что-то подобное. И когда вы об этом задумаетесь, тут у вас начинают возникать мысли, и вы отслеживаете ту программу, которая срабатывает. Вот вы не хотите, чтобы вам кто-то ответил что-то, вы, значит, боитесь быть плохой, быть плохим для кого-то. И так вот по разным ситуациям. Кто-то вам предлагает помощь, и вы говорите: нет, я не буду твою помощь принимать, я хочу сделать сам. Опять же, сидим и анализируем, а почему я сейчас отказываюсь, почему я говорю «я сам». Либо кого-то вам захотелось покоучить, кого-то научить жизни и рассказать, как нужно себя вести, как нужно думать и тому подобное. Опять же, почему я сейчас это делаю? Какая у меня срабатывает программа? Когда вы это уже сделаете, здесь себя нужно опять же спросить, а как я хочу, чтобы было. То есть на какую другую программу я хочу это все заменить. Как я хочу реагировать в подобной ситуации. И вот здесь уже начинается большая, серьезная работа. Вы можете также вспомнить людей, которые, по вашему мнению, находятся как раз-таки во взрослой позиции. И подумайте, как бы они отреагировали на подобную ситуацию, как бы они себя повели, как бы они ответили, что бы они сделали. Вы подумайте, как вы свою реакцию, свои действия можете изменить на те, которые соответствуют поведению взрослого человека. Сложность этой работы, которую придется проделать, она, конечно, будет зависеть от того, на какой стадии вы находитесь, как глубоко вы застряли в детской позиции. И тут придется проделать, конечно, достаточно много работы. Это и работа с личными границами, это и с самооценкой поработать придется, и стать смелым, решительным, где-то дерзким, где-то грубым, смотря какая ситуация, какой контекст, какую реакцию подразумевает. Возможно, придется проработать также и детские обиды свои какие-то, детские травмы, чтобы они при разных ситуациях снова и снова не всплывали. Конечно, придется научиться брать ответственность на себя, и вообще вот эта мысль, что вы причина всех бед и удач в вашей жизни, всему причина только вы, а не искать постоянно виноватых и крайних, не складывать ни на кого обиду, не быть жертвой обстоятельств. Это все требует большой работы. Ну и, конечно, нужно будет научиться принимать других людей такими, какие они есть, и позволять себе быть такими, какие вы есть. Как я уже говорила в начале видео, если у вас сейчас после просмотра появилось такое желание отправить кому-то своим знакомым или родным, сказать, что все, я знаю твой диагноз, у тебя детская позиция, давай ты будешь взрослеть, вот тебе 5 шагов, давай вперед. Не нужно этого делать. Во всяком случае, вы обязательно отправьте своим знакомым, друзьям этот ролик, но только не с такой формулировкой. Не нужно никого менять, не нужно никого коучить, не нужно быть спасателем. Люди сами разберутся, что им делать. Отправляйте это видео своим друзьям и знакомым и говорите: я посмотрел ролик, мне очень понравилось. Посмотри, я думаю, тебе тоже будет интересно. Я с тобой делюсь, а там уже дальше решай, что с этим делать. Ну и опять, если у вас появилось желание такое не высказать, допустим, человеку, но все равно сделать определенные выводы, что вот вы замечаете, человек часто говорит определенные фразы, которые мы разобрали.
Но вы можете знать только о себе. Вы можете свои мотивы отследить, почему именно сейчас вы поступаете именно так. Почему поступает или говорит как-то другой человек, вы не можете знать, пока его об этом не спросите. А часто люди не спрашивают, поэтому делают какие-то поверхностные выводы, какие-то ярлыки вешают, при этом они оказываются ошибочными. Я вот могу пример из своей жизни привести. Я очень часто своему мужу говорю, что реши сам, мне все равно. Но я это говорю не потому, что я падаю в детскую позицию, а потому что я отдаю себе отчет, что в определенных моментах мне реально все равно, что он выберет. То есть у меня нет какого-то определенного мнения, определенных пожеланий в пользу какого-то из выборов. Допустим, вот мы едем куда-то отдыхать, и я говорю, мне все равно, на каком этаже ты забронируешь номер. Мне все равно, в каким маршрутом мы поедем, там, допустим, на великах кататься. Потому что мне реально все равно. То есть у меня нет каких-то конкретных пожеланий. А если бы вот посмотреть это видео и не досмотреть, допустим, до конца, до пояснительных вот этих моментов, то можно подумать, что все, вы теперь о человеке знаете и можете поставить ему вот такой вот диагноз «детская позиция». Я надеюсь, теперь вам стало более понятно, что такое детская позиция, что такое взрослая позиция. Вы теперь понимаете, как выходить из детской позиции, если вдруг вы в ней находитесь. Я старалась это видео более структурированно вам преподнести, чтобы информация уложилась в голове. Я очень старалась. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Мне будет очень приятно, что я это все проделала не зря, и также это поможет продвижению моего канала. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Напишите в комментариях, сколько пунктов из тех фраз, которые мы с вами разобрали, вы нашли у себя. И напишите, с чем уходите после просмотра этого видео, что возьмете с собой и какие действия в первую очередь вы для себя определили. Если вы для себя понимаете, что вам есть с чем поработать и не можете вот так сами для себя сразу сформулировать, где еще вы это говорите, откуда ноги растут, то можем это все проработать в консультации, либо приходите на игру, онлайн проходит игра из любой точки мира, вообще можете сидя дома, главное, чтобы в комфортной обстановке, не где-то в пробках, не где-то в торговом центре. В игровом формате это все здорово вскрывается, все вспоминается, и потом уже будет понятно, с чем работать дальше. Контакты для связи со мной и также все мои социальные сети я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Переходите, буду рада вас видеть в моих социальных сетях. С вами была Екатерина Толкачева. Увидимся в новых роликах. Пока-пока.